Привет, друзья! Привет! С вами Макс И Юля. Привет! С вами Макс. И Юля. И это канал «Русский с Максом и Юлей». Канал для тех, кто изучает русский язык. В этом диалоге сегодня мы хотим вам рассказать 3 факта о каждом из нас. 3 факта, которые вы, скорее всего, не знали. Хотя, если вы давно и внимательно смотрите наши видео, может быть, что-то вы и знаете. Проверим? Юля, Да. Давай начнем с тебя. Давай. Расскажи какой-нибудь факт о себе, такой интересный, который люди не знают. Так, например, в студенчестве я 3 года занималась танцами фламенко. То есть это испанский танец с большой историей, и я училась ему в Москве, но ходила в том числе на классы испанских преподавателей, которые приезжали. То есть прям у испанцев занималась? Да, и даже участвовала в каких-то фестивалях, выступала. Это было прикольно. А можешь что-нибудь станцевать? Вряд ли. Ну ладно, давно было, да? Давно было, в студенчестве. Да. Понятно. Хорошо, давай тогда факт обо мне. Первый факт очень простой, забавный и трагичный. Трагичный? Да. Почему? Потому что я ненавижу яблоки. Вот у нас там лежат яблоки. Ты их боишься? Но я не съем ни одного яблока. Только если в яблочном пироге. История простая. У бабушки были яблони, и было много яблок. Причем яблоки были разные, но бабушке нравился определенный сорт. И она всегда мне говорила: Максим, яблоко в день, болезнь за дверь. Яблоко в день нужно есть. И меня постоянно пытались кормить этими яблоками. А мне этот сорт яблока просто вообще не нравился. Меня отвращало. Это белый налив. Белый налив такой. Когда он еще полежал... Когда он полежит, он такой рыхлый. Рыхлый. Да, рыхлое яблоко. Такое ты ешь, у тебя начинает сводить лицо вот так. Рыхлое, как картошка. Как грустно. Не знаю, отвратительно. И только через лет 10 я узнал, что у нас есть другие яблони, и там потрясающие вкусные яблоки. И сейчас я понимаю, что яблоки — это вкусно, но у меня какой-то блок. Я не могу взять яблоко и начать его есть. Только если тебе его порезать или приготовить. Да, если ты мне его порежешь, принесешь, подашь, наверное, я съем. Вот. Да, действительно трагичный факт. Да, поэтому, к сожалению, яблоки не мой фрукт. И вообще я не очень люблю фрукты. Окей, про тебя еще факт. Еще факт. У меня есть 2 диплома юриста. Вау. То есть я закончила сначала колледж. Это как бы первая ступенька, среднее профессиональное образование. Это не высшее образование, не университет. Не университет, да. И потом я закончила еще университет. Тоже по специальности юриспруденция. Оба эти диплома с отличием. Да? Красные дипломы. Красные дипломы, то есть там все оценки отличные, 5. Пятерки, все 5. Да, может быть, может быть 1 4, но да, это красные дипломы. Но я ни дня в своей жизни не работала по специальности. Я не работала юристом никогда. Вообще ни одного дня. Ты практику проходила? Только стажировки в государственных учреждениях, но после окончания университета я не работала ни дня юристом. Прикольно. У меня диплом информатик-менеджер, и учитель русского языка. И вот первый диплом информатик-менеджер, что бы это ни значило, не знаю, работал ли я, наверное, по специальности нет, но близко к специальности работал. Да. Это прикольно, да. Да, Юрист, который ни дня не проработал юристом. Да. Окей, про меня еще один факт. Ты тоже знаешь этот факт. То, что я
боюсь аттракционов. Карусельки? Знаешь, я помню в мультике «Жизнь с Луи» там был какой-то страшный аттракцион, ну, это про американского мальчика мультик, и там был страшный аттракцион, и была специальная лестница для трусливых детей. То есть ты мог простоять в очереди и потом просто убежать, если ты испугался. Вот я, наверное, всегда бы убегал по этой лестнице. У меня паническая боязнь аттракционов, любых. Я помню, в детстве мы с мамой пошли на какой-то страшный аттракцион. Там была такая кабина, как телефонная будка, которая вот так вот крутилась на, ну, не знаю, 2-3 метра над землей. И мы с мамой туда пошли, купили билет, вошли, эта кабинка начала крутиться, и у меня паника, я заорал «Нет!» И мама в этот момент тоже закричала «Нет, остановите!» Все. Я потом катался на небольших аттракционах, но это всегда был стресс. Я в детстве тоже боялась аттракционов, а потом я как-то целое лето работала в парке аттракционов, уже во взрослом возрасте, и нам можно было на всем кататься, и с тех пор я в целом не боюсь. Я так и не смог преодолеть свой страх, но я решил, мне этот страх не мешает жить, поэтому ладно. Что у тебя еще есть? Третий факт. Ну, пусть будет, вот как раз об этом факте, может быть, кто-то из наших слушателей уже слышал. Я, несмотря на то, что мы сейчас много путешествуем, ходим в горы, не знаю, ночуем в палатках, не так часто, как хотелось бы, но первый раз в жизни я переночевала в палатке в 27 лет. В 27 лет ты первый раз переночевала в палатке. Да. Где? Помнишь, где это было? Да, это было в Ленинградской области на фестивале. Бельтайн. Ага. Мне очень не понравилось. Было холодно, да. Было холодно, и выпал снег в начале мая. Да, май в Санкт-Петербурге иногда, в мае бывает снег. И мы проснулись, открыли палатку, и все в снегу, очень холодно. Это было ужасно, но потом я много раз ночевала в палатке, и всякий раз было хорошо. А еще что-то ты сказала? А еще вот про купание в озерах. Первый раз в жизни в озере я искупалась 28 лет. Офигеть. Это вот то, что меня, конечно, шокирует. Я жил в Ленинградской области, рядом миллион озер. Я не помню, когда я первый раз искупался в озере, но это было в каком-то далеком детстве. И представить, что человек в 28, да? 28, в 28 лет первый раз в жизни искупался в озере, для меня это, конечно, просто как-то, не знаю, просто невозможно поверить. Для меня это так естественно. Не купаться в озере, да? Да. Сейчас мы тоже живем без купания в озере, только в Патагонии мы купались. Ну да. Окей, про меня тогда еще последний факт. Он очень забавный, потому что сейчас я, фактически работаю как учитель русского, а в детстве, в школе я ненавидел уроки русского языка. Я ненавидел все в школе, но особенно я ненавидел уроки русского языка. Мне казалось, это так скучно, так неинтересно, так непонятно, так как-то вот просто зачем мы это все делаем, просто что это за ужас? Я уже говорю, зачем мне это все изучать? Это был ад и кошмар. Но был еще один предмет, который я ненавидел еще сильнее. Физкультура? Нет, физкультура нормально была. Я ненавидел историю Санкт-Петербурга. Почему? У нас была страшная такая в возрасте преподавательница, это как ее? Не Абигейл, в Гарри Поттере-то это... Амбридж, вот, Амбридж. Вот только Амбридж, она иногда как бы показывает себя такой правильной и хорошей. Ну да, та так же. Но она была просто стерва. Просто стерва. У нас тоже были такие учителя. Она иногда менялась вот так вот
вот ее лицо менялось, она смотрела на тебя и говорила: кто построил Эрмитаж? Кто был архитектором? Ты не знаешь? И просто вот так. С тех пор я долгое время ненавидел Санкт-Петербург. Я жил, но я ненавидел этот город. И это тоже проблема, мне кажется. Из-за этих уроков у меня не создались никакие связи с городом. Да? Потому что, ты идешь в город, и у тебя сразу в голове Растрелли, Трезини, Росси, колонны, площади. Лошади. Что? Нет, это отвратительно было. Ужас. Вот такой травматичный опыт. Нет, это жесть. Нельзя, то есть нельзя детей так травмировать в школе. Нельзя, абсолютно. Это очень плохо, это рушит много, не знаю, жизней. Капец вообще. Поэтому, друзья, не заставляйте детей есть яблоки, не заставляйте детей учить что-то интересное, что-то неинтересное. То есть вот так вот, да, чтобы прям без насилия, чтобы все было. Да. Ты что можешь, какой сделать вывод из своих фактов? Вывод из моих... Купайтесь в озерах. Купайтесь в озерах, ночуйте в палатках. Да, это не так страшно, как кажется. Да. Что ж, друзья, спасибо, что были с нами. Я напомню, что транскрипции для видео, для подкастов, дополнительные обучающие материалы, не такие скучные, как в моей школе, есть в membership-программе. Присоединяйтесь, и у вас все будет просто замечательно, просто офигенно. Да, очень классно. До встречи. Пока-пока. Это реально старая карга. У нас такая была по географии. По географии тоже была не фонтан. И по музыке. По музыке у нас была такая. По музыке они все такие, старые карги. А по географии, наоборот, учитель был не очень, но мне так нравилось карты, какие-то реки, леса. А еще один раз мы на уроке географии пошли реально в лес, прикинь. Мы на уроке физкультуры ходили в лес. А мы там что-то смотрели, камни изучали. Прикольно было. Прикольно, да. Ладно, это не будем вводить. Закончим на...